Жара в Бангкоке никогда не отступает до конца. Она лишь меняет свой характер. Днем плавит асфальт и превращает воздух в густой, пахнущий выхлопными газами пар, а ночью оседает на стенах душной, липкой влагой. В этом непрерывном круговороте зноя и шума жили тысячи тех, кого местные жилые кварталы породили и забыли — обычные уличные псы. Тайцы, любя, называют их двортерьерами. Смесь всех возможных пород, выведенная самой улицей, где выживает не самый сильный, а самый неприметный. Пью был именно таким. Обычный рыжий пес средних размеров с чуть опаленными солнцем ушами, карими разумными глазами и хвостом, который почти всегда держался опущенным. Не из-за страха, а из экономии сил. Его день состоял из простых маршрутов. Пройти вдоль лотков со стрит-фуд, избегая бамбуковых палок торговцев, подремать в тени бетонной опоры эстакады и найти хотя бы пару костей до того, как наступит вечер. В тот вторник день выдался особенно тяжелым. Воздух застыл. Пью брел вдоль узкой улочки на окраине района, где высокие многоэтажки резко сменялись частными подворьями и пустырями. Желудок привычно пощипывало от голода, и пес решил своротить к местной несанкционированной свалке, заросшему кустарником углу, куда жители окрестных домов сбрасывали строительный мусор, старую мебель и пластиковые пакеты. Свалка встречала привычным ковром из прелой органики и разгребенных воронами отходов. Пью осторожно ступал мягкими лапами по битому кирпичу, принюхиваясь. Внезапно, среди мушиного гула и шороха целлофана на ветру, до его ушей донесся звук. Это не был писк крысы или шорох кошки. Звук был тихим, прерывистым и странно чужим для этого места. Пес замер, поведя рыжим ухом. Звук повторился. Слабый, хриплый вздох, переходящий в едва слышное хныканье. Пью аккуратно шагнул в гущу выцветших полиэтиленовых пакетов. В глубине кучи, прямо под ветками выброшенного пальмового листа, лежал плотный темный сверток. На первый взгляд просто выброшенная одежда, завернутая в пластиковую майку из супермаркета. Но пес чуял тепло и чуял запах, который абсолютно не вяжется с гниющими отбросами. Запах молока, влажной кожи и глубокой смертельной беды. Пью подошел ближе и ткнулся носом в край пакета. Звук доносился именно оттуда. Внутри свертка что-то слабо шевелилось. Псу не нужно было думать или анализировать. Древний инстинкт выгнал наружу удивительную собачью чуткость. Осторожно, пытаясь не сжать челюсти сильнее необходимого, Пью захватил ручки пластикового пакета и плотную ткань свертка с зубами. Ноша была не столько тяжелой, сколько неудобной. Качающийся пакет задевал землю, но пес поднимал голову как можно выше. Он не стал есть найденные рядом обрезки рыбы. Пью развернулся и потащил находку прочь со свалки. Он шел через проулки, аккуратно переступая через бордюры и избегая открытых проезжих частей. Каждые несколько сотен метров пес останавливался, аккуратно опускал сверток на асфальт, перехватывал удобнее ткань и шел дальше. Прохожие не обращали внимания на рыжего дворового пса, несущего какой-то мусор в зубах. В Бангкоке это обычное зрелище. Никто не присмотрелся. Никто не услышал, как угасает звук внутри пакета. Пью дотащил свою ношу до знакомого жилого двора, где часто отдыхал в тени забора. Там стоял небольшой одноэтажный дом с открытой верандой. Пес положил сверток прямо на бетонную площадку перед низкой калиткой, отступил на шаг, поднял морду к небу и залаял. Это не был его обычный ленивый лай на чужих собак. Пью лаял отрывисто, громко, захлебываясь и требуя. Он заливался так, будто в двор пробрался чужак. Из дома выбежала Сударат, средних лет женщина, вытиравшая руки о передник. Она была раздражена. Денек выдался жарким, а тут еще двор-терьер у ворот поднял такой шум, что закладывало уши.
«Ну-ка, фу! Пошел вон отсюда!» — крикнула она, озираясь в поисках бамбукового веника. «Чего расшумелся? Пью не убежал!» Он сделал шаг назад, отчаянно глядя женщине прямо в глаза. Затем ткнулся носом в лежащий на земле пакет и снова выдал короткий, умоляющий тонкий лай. Сударат замерла. Ее удивило поведение собаки. Дворовые псы обычно сразу отбегают, если на них замахнуться. Но этот стоял как вкопанный, буквально призывая ее подойти. И тут до нее долетел звук. Жалобный, едва уловимый писк из целлофана. Женщина нахмурилась, подошла ближе и опустилась на корточки. Раскрыв край пакета и отвернув плотную грязную ткань, она ахнула и оперлась рукой о землю, чтобы не упасть. Внутри лежал младенец. Совсем крошечный, новорожденный ребенок. Его кожа уже приобрела пугающий синюшный оттенок, губы были бледными, а дыхание частым и поверхностным, словно каждый вдох давался ему с огромным трудом. Малыш замерзал и удушался в закрытом пакете под палящим солнцем. Он был на грани. Сударат затряслась, мгновенно подхватила дитя на руки и прижала к себе, пытаясь согреть. «Боже мой, кто же это сделал?» — прошептала она, напрочь забыв про веник. Рыжий пес не уходил. Пью сел рядом, положа лапы на нижнюю перекладину калитки и не спускал глаз с младенца. В его карих глазах не было агрессии, только немое ожидание и собачья тревога. Сударат заскочила в дом, схватила телефон и дрожащими пальцами набрала номер экстренных служб. Через 10 минут двор огласился воем сирен. Во двор въехала машина скорой помощи и полицейский пикап. Врачи мгновенно забрали младенца, установили кислородную маску и унесли его в реанимобиль. Один из фельдшеров, быстро осмотрев ребенка перед отправкой, коротко сказал собраться людям. Еще бы минут 15-20, и спасать было бы некого. Он не дышал почти. История о том, как уличный двор-терьер спас умиравшего новорожденного, протащив его в зубах через несколько кварталов со свалки, разлетелась по Бангкоку за считанные часы. Журналисты местных телеканалов и газет заполонили Тихий двор. Сударат давала интервью, плача перед камерами и указывая на рыжего пса, который скромно лежал под кустом блинной лавки, недоумевая, почему вокруг так много шума. Врачи реанимационного отделения официально подтвердили: жизнь девочки, как выяснилось позже, принадлежит именно этой собаке. Пью нашел ее в самый критический момент и аккуратно транспортировал, не нанеся Бэби ни единой царапины своими зубами. Спустя несколько дней история дошла до администрации города. Мэр Бангкока лично изъявил желание встретиться с героем. На специальной церемонии, собравшей десятки жителей и прессу, Пью был официально награжден. Ему надели ярко-красный кожаный ошейник с именным жетоном, на котором было выгравировано его имя и статус, гарантирующий, что ни одна служба отлова никогда не тронет этого пса, а любой житель города сочтет за честь его накормить. Но главное было не в жетоне. Семья Сударат решила не возвращать Пью на улицу. Рыжий двор-терьер, еще вчера бесцельно блуждавший по раскаленному асфальту в поисках обедков, обрел настоящий дом, собственную подстилку на веранде и полную миску еды каждый день. Собака, которую никто не замечал в миллионном мегаполисе, напомнила людям об удивительной истине, которую они часто забывают за городской суетой. Преданность, сострадание и способность к спасению не зависят от родословной.